Всем привет, кто смотрит сейчас мое видео. Сейчас на дворе уже темно, большую часть дня зима все-таки. И довольно актуальный сейчас свет. Ну, не только там в ваших домах и квартирах, но и снаружи. Иногда по потемкам идти как-то некомфортно. Приходится с собой либо брать фонарики разные. Кто-то, просто с мобилкой светит. Но сегодня разговор пойдет о стационарных фонарях. Причем бесплатных. Почти бесплатных. Немножко нужно денег вложить, и потом свет будет бесплатным. В частности, пойдет разговор о фонарях, работающих на солнечной энергии. Давайте посмотрим поближе. Так, ну вот, такая коробочка пришла. На упаковке видим сам фонарь и солнечная панель. Я как увидел упаковку, сразу понял, что что-то не то. Потому что я заказывал, чтобы было здесь не 6 ячеек светодиодов, а одна большая сплошная. Ну и в комплекте, соответственно, нету ни пульта управления, ничего. Я заказывал с пультом управления. Пришлось открыть спор. Заказ был на сайте Joom. И буквально там один раз переписался с поддержкой, отослал фотографии, и деньги сразу же вернули в течение дня. Так что рекомендую. Сайт, все классно работает. Если у вас пришел товар там сломанный или не той комплектации, или другое, то деньги возвращают без проблем, и вам не надо никуда ничего отсылать. В частности, вот эти фонари я получил, можно сказать, бесплатно. Ну, буду пользоваться такими, какими есть. Хотя, может быть, еще раз закажу, только уже у другого продавца, то, что я хочу, чтобы была сплошная панель и с пультами управления. Давайте посмотрим. В комплекте 2 штуки шло по 26 евро. Я открою тут. Ну вот в комплекте вот так это все дело выглядит. Сам фонарь. Тут стойка такая. В комплекте идут такие держалки, прикручиваются куда-то там и вставляется. Вот и все. Аналогичная, тоже вторая держалка, и в комплекте 2 штуки для солнечной батареи. Датчика солнца, можно скажем так. Ну и провод 5-метровый в комплекте идет. Включается фонарь. Так, где у нас там отверстие? Отверстие снизу. Само собой, чтобы влага не капала. Ну и заглушечка резиновая. Вот. Так. Ну, сами болтики с дюбелями в комплекте. Ну, что вам сказать. Датчик у него есть. У него 3 режима. Ну, как бы выключенный режим. Вот. Первый режим. Второй режим. В пол накала. Первый режим был полностью. Это в пол накала. Ну и третий режим как бы работает, когда есть какое-то движение, датчика на движение срабатывает. Ну и 4-й выключаем. Что вам можно сказать? В описании, в принципе, сказано, здесь батарейка у нас на 1200 мАч. Ну, такая слабенькая, скажем так. При желании можно, в принципе, поменять, потому что довольно распространенная батарейка. Это 18650. Сейчас я вам покажу ее. Вот так выглядит батарейка 18650.
В сравнении с батарейкой 2, вот она, видите, какая большая. Это как бы батарейка не от этого фонаря, это от головного фонаря, от моего. Они бывают разной мощности. Вот, например, видите, какая мощь у этой батарейки. Это, в принципе, лажа, конечно, китайцы написали, но в районе где-то 2,5, ну, в смысле, ну да, 2500 мАч она, в принципе, есть. Так что здесь вот на 1200 можно поменять там помощнее, и тогда будет работать дольше. В инструкции сказано, что зарядка происходит в 6-8 часов, ну то есть в течение всего дня, когда ваша солнечная панель расположена на солнышке. Ну и потом фонарь может работать в течение 10 часов. Соответственно, на полной мощности он будет работать меньше, чем на половине мощности. Ну а в режиме, когда он работает только на движении, он будет работать еще дольше, то есть в принципе даже и не потребуется зарядка. У него влагостойкость по шкале IP65, то есть ну, не 68, конечно, где уже можно там воду погружать, но дождик выдерживает, скажем так. Солнечную панель крепите в любое место, ну, желательно, конечно, максимально направив на солнце, там под углом, там под 45 градусов к небосводу, ну и направлением на юг. Почему на юг? Наверное, все знаем, что солнце всходит на востоке и заходит на западе, а средняя точка – это юг. Это небольшой ликбез, кто не знает. Ну что, надо пойти во двор, сейчас темнело, и можно снять видео о том, как это дело выглядит ночью, когда самое темно и насколько это дело светит. Написано, что работает где-то в пределах 5-7 метров датчик на движение, ну и освещенность примерно также в этих пределах. Так, что-то я хотел сказать. Ну да. Итак, давайте пройдемся немножко по режимам. У него 3 режима. Когда вот фонарь выключен, нажимаем кнопочку, и первый режим у нас, когда фонарь работает в режиме на движение. То есть вот просто нажали кнопочку, у него как бы фонарь, свет загорится, сейчас он погаснет через какое-то время, и если движения нету, то он гореть не будет. Как только датчик уловит движуху, он снова загорится. Сейчас он погас. Все, загорелось. Перейти в другой режим, опять нажимаем кнопочку. Сейчас у нас режим, когда фонарь работает в пол накала. Он может работать так, в принципе, от заката до рассвета. Как только, скажем, вот он в пол накала перешел, все, вот в таком режиме он, в принципе, может работать от заката до рассвета. Если перед датчиком кто-то появился, то свет врубается на полную яркость. Вот, видите, все. Как никого нету, он снова перейдет в полутусклое освещение. И хватает, в принципе, на день. Третий режим, сейчас он погаснет немножко, и переключусь. Ну ладно, переключимся. Третий режим, когда он просто горит, ему датчик не работает просто, это в полную мощность, можно сказать так. Хватает на 8 часов. Вот как бы о режимах. Идем на улицу, смотреть, как там.
Ну что, господа, давайте включим, посмотрим, как это в потемках выглядит. Я включу и вырублю свой самый головной фонарь. Так, сейчас включим. Так, головной вырубаем. Ну что вам сказать? Светит ярко. Ближний бой, как говорится, вблизи, ну, достаточно хорошо. Ну, так, в принципе, и описано было, 5-7 метров. Достаточно неплохо светит. В принципе, светит дальше, не знаю, метров каких 15, 20 там, даже чуть больше освещает. Но вот в пределах там 5-7 метров достаточно неплохо, очень хорошо. Сейчас посмотрим, как у меня будет он в дровнике выглядеть. Я буду за дровами ходить. Ну и, соответственно, мне нужен свет. Я его тут и повешу. Так, вот тут у меня дрова. О, совсем все классно. Такие у меня хозяйственные вещи под навесом. Так что не надо будет носить свой головной фонарь. Просто вот тупо здесь повесить. И все будет освещено. Халявное электричество. В общем, рекомендую. Ну вот так вот, в принципе, на полную яркость. Если оставить фонарь, и он будет работать там, сколько было написано, там 8 часов. Если в пол накала. Так, сейчас он сам погаснет, я переключился в режим другой. Подождем чуть-чуть, сейчас перекрутится. Давай же, гасни. Вот, пол накала. Ну, через камеру не видно, но в принципе различимый. Камерой за датчик зашел, опять зажегся. На камеру, говорю, не видно, но в принципе окружение как бы различимо. То есть не сплошные потемки. Сейчас он погаснет, может быть, вот вблизи дров будет видно. Полминуты, может чуть больше, наверное, надо ждать, тогда он переключается. Сейчас погаснет. На улице капает, все тает после морозов. Вот. Вот видите, очертания дров есть на камере. Ну, камера не передает так, а вот, ну, реально, в принципе, освещено. То есть нормально. Можно даже в таком вот режиме прийти тут за дровами или еще зачем-нибудь и без проблем. И в таком режиме он как бы от заката до рассвета работает, без подзарядки. Ну, в общем, рекомендую. В принципе, рекомендую. Честный отзыв такой. Фонари хорошие. Тем более бесплатно достались. Деньги продавец вернул за то, что прислал совсем не то. Всем пока!